Что это за странный костюм Хо Юйхао, что показали в конце серии? И неужели он уже может ходить и восстановил ноги и руку? Давайте рассмотрим это подробнее. Сейчас Хо Юйхао участвует в турнире механиков и наряду с другими создает различные духовные инструменты. По мере продвижения мастерам нужно было придумывать все более качественные и сложные механизмы. И вот практически в финале Хо Юйхао создал что-то невероятное. Гранд-финал, организованный 3 подпольными организациями, оказался намного сложнее, чем все предполагали. Сначала нужно будет изготовить духовные инструменты, а затем механики должны будут пройти оценку мастерства и 3 боевых раунда, чтобы стать чемпионом. Другими словами, участники будут сражаться своими же инструментами. Победа в этом турнире является сложной задачей. Хо Юйхао достиг немалого улучшения, участвуя в этом турнире. Ранее Хо Юйхао не мог использовать редкие металлы, работая с более простыми материалами. Но теперь у него были лучшие ресурсы, и он хотел максимально их использовать. Это была возможность создать инструмент, который значительно повысил бы его шансы на успех. Е Юйлинь, механик 9-го ранга и титулованный наблюдавший за ним, начал понимать, что он создает. Это был духовный инструмент человеческой формы. Такая задача требовала высокого мастерства и точности. Сам он, опытный инженер, знал, насколько сложно было создать инструмент, который увеличивал бы способности владельца. Даже духовному инженеру 9 класса трудно создать духовный инструмент человеческой формы, но этот молодой парень, которому нет и 30, пытается создать его на этом турнире. Откуда у него столько уверенности? Но он посмотрел на ноги Хо Юйхао и понял, что это даст ему огромное преимущество в битве. А в это время ментальная форма Хо Юйхао грабила склад Империи Солнца и Луны. Вернувшись в тело, Хо Юйхао закончил работу. Он собирал механические детали на своем рабочем столе, и даже духовные инженеры 9 класса, которые наблюдали за ним, чувствовали себя немного ошеломленными и смущенными, пока он выполнял все эти тонкие и деликатные шаги. А перед тем, как продолжить, советую отличный сайт для просмотра ваших любимых аниме Каноха ТВ. Переходи и смотри новинки в хорошем качестве. Ссылочка в закрепленном комментарии. Хо Юйхао отделил свой ментальный аватар и отправился в тот подземный склад. Это действие постоянно поглощало его энергию, а также он вложил свое сердце и душу в создание этого духовного инструмента и вошел в состояние тела и разум как единое целое после возвращения его ментального аватара. Когда Хо Юйхао успешно закончил, пришло время протестировать духовный инструмент. Он поднял руку и несколько раз нажал на духовный инструмент человеческой формы. Он довольно легко залез внутрь. Он переместил свои ноги в места для ног в духовном инструменте. После этого он перенес остальную часть своего тела в духовный инструмент. Вся внешняя оболочка тут же закрылась, и он полностью скрылся внутри духовного инструмента. Хо Юйхао создал себе превосходный мех или костюм робота, которым мог управлять. В создании духовных инструментов человеческой формы существовало много препятствий для духовных инженеров. Самая большая проблема заключалась в том, что их было очень трудно контролировать. Хо Юйхао создал в общей сложности 18 формаций, чтобы управлять каждой деталью. Действительно, Хо Юйхао может создать новую эру в духовных инструментах. Хо Юйхао в этом костюме мог ходить, поскольку ноги робота управлялись его ментальной силой. Хо Юйхао воскликнул: «Здорово иметь возможность ходить, я наконец-то снова могу стоять». Судьи были в восторге. Этот костюм просто впечатлил всех. Духовный инструмент был около 2,5 метров в высоту. У него был обтекаемый дизайн, и его серебристо-белое тело источало легкие колебания духовной силы. Его глаза испускали золотой свет. Хо Юйхао даже не хотел садиться, он так долго сидел, что решил постоять в этом мехе. Но вопрос заключался в том, сможет ли Хо Юйхао в нем сражаться. Ответ не заставил себя ждать, поскольку следующим этапом была проверка созданных механизмов в сражении. На удивление, механизм Хо Юйхао был очень проворным. В сражении с противником 60-го ранга Хо Юйхао с легкостью одержал победу, сам имея лишь 5 колец. Его противница, духовный инженер 6-го класса и император духа с 6 кольцами, потеряла способность сражаться после удара кулаком этой мощной железяки. Все сразу же подумали, что и принцу Сюй Тяньраню очень подошел бы подобный костюм, поскольку он позволяет передвигаться инвалиду. Хо Юйхао впоследствии использовал этот костюм очень долго, пока не вернул подвижность ног. Напишите в комментариях, как вам такой мех и как это повлияет на развитие духовных инструментов. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.